Видишь, да? Не обрати, видишь? Шмели являются близкими родственниками пчел. Они принадлежат к одному семейству. Существует 250 разных видов шмелей, обитающих в основном в северном полушарии. Шмели обычно живут в районах с умеренным климатом, населяя леса, луга и сады. За исключением Арктики, шмели распространены по всему миру. Как и пчелы, они живут колониями. Шмели живут в гнездах в земле или из груды листьев. Они могут также использовать брошенные гнезда птиц или животных. Обычно расположенные под землей, часто в заброшенных норах, вырытых грызунами, шмелиные гнезда содержат от 50 до 500 особей. Черно-желтые тела шмелей покрыты волосками, к которым прилипает пыльца. Шмели являются чрезвычайно ценными насекомыми, потому что опыляют растения, используемые человеком в своем рационе. Они опыляют многие плодовые деревья, яблони, вишни, и также они опыляют помидоры, хлопок, горчицу. Шмели умеют опылять своим жужжанием. Шмель обхватывает лапками цветок и производит пронзительное жужжание. При этом выделяется пыльца, находящаяся внутри цветка. Таким образом, например, опыляются помидоры. Шмелей стали разводить с тех пор, как резко вырос спрос на опыленные шмелями ягоды, перец и особенно тепличные помидоры. Шмели делятся на три типа в зависимости от размера их хоботка: длинная, средняя или короткая. Разная длина хоботков позволяет им опылять цветы всех размеров и форм. Наиболее привлекательными для них являются цветки синих и фиолетовых оттенков. Им они отдают предпочтение перед другими цветками. Шмели помечают посещенные ими цветы особым запахом, оповещая своих товарищей о том, что нектара там уже нет. Шмели обычно специализируются на опылении определенного типа цветов. Исчезновение цветов часто приводит к исчезновению шмелей. Кроме того, численность шмелей в природе снижается из-за химического загрязнения пестицидами. Так, в Китае, в садах, где шмели опыляли груши, они были вытеснены пестицидами. Попытки заменить шмелей пчелами не увенчались успехом. И в настоящее время эти груши опыляются людьми искусственно. В буквальном смысле люди теперь взбираются на деревья, чтобы опылять их вручную. Вы можете представить себе, как это отразится на мировом сельском хозяйстве, если эта проблема приобретет глобальный характер. Если мы потеряем наших шмелей и, конечно, других пчел, мы столкнемся, мягко говоря, с серьезными трудностями. Так что не стоит недооценивать это. Шмели питаются нектаром, источником углеводов, и пыльцой, источником белка. Они обнаруживают цветки, богатые нектаром, при помощи обоняния. Органы обоняния находятся на усиках на голове шмелей. Когда шмели залетают в цветы, много пыльцы попадает на их пушистые шубы. Так пыльца легко переносится с мужских тычиночных пыльников цветка на женскую часть цветка, рыльца пестика. Всю оставшуюся пыльцу с их шубок можно сформировать в маленький шарик и отнести в гнездо.
В Англии шмели часто появляются уже в феврале или марте, опыляя крокусы, розмарин и вербу. Их замечали в королевских ботанических садах Лондона даже в январе. Шмели обычно летают к цветам, которые находятся на расстоянии до 2 километров от их колонии. Они, как правило, посещают одни и те же скопления цветов каждый день, до тех пор, пока там есть нектар и пыльца. Во время поиска пыльцы скорость шмеля может достигать 15 метров в секунду, или же 55 км в час. Некоторые шмели занимаются мошенничеством, собирая нектар, не залетая в цветок и не опыляя его. Такую шмелиную уловку называют еще воровством нектара. Шмель прокусывает отверстие в той части цветка, где по его расчетам должен находиться нектар, и через это отверстие его высасывает. Шмели делятся на 3 группы. Шмели-матки, рабочие шмели и трудни. Рабочие шмели развиваются из яиц в течение весны. Рабочие шмели собирают нектар и пыльцу и приносят ее в улей, чтобы прокормить всю колонию. Они производят минимальное количество меда, которое используется только в качестве корма для молодых шмелей. В отличие от пчелиного, шмелиный мед не предназначен для широкого распространения. Рабочие шмели живут в среднем 4 недели, но некоторые умирают в течение 5 дней. Шмели-матки могут жить до года, а трутни погибают вскоре после того, как оплодотворят шмелиных маток. Матка зимует, а весной начинает откладывать яйца. Она откладывает от 8 до 12 яиц. Молодые шмели появляются на свет по истечении 3 недель. Шмели превращаются из яйца во взрослые насекомые за 4 стадии развития. Яйцо должно стать сперва личинкой и куколкой. Шмели обычно не агрессивны, но могут проявлять агрессию, прежде всего защищая свое гнездо. Поэтому, если вы видите шмеля в непосредственной близости от вас, не размахивайте руками, пытаясь отогнать его. Просто стойте на месте, и он спокойно удалится, поняв, что вы не цветок с нектаром и пыльцой. Матка и рабочие шмели могут ужалить, трутни же ужалить не могут. Помимо отсутствия жала, трутни можно опознать и по их размеру. Это самые мелкие шмели в колонии. Однако, в отличие от пчел, которые могут ужалить только один раз и после этого умереть, шмели могут жалить несколько раз. Это потому, что их жало гладкое, оно без зазубрин. К счастью, делают это они только в целях самообороны. Шмели используют свое жало очень редко. Все шмели имеют 3 пары ног. Рабочие шмели являются специалистами по сбору пыльцы, и их ноги приспособлены для выполнения этой задачи. Характерный жужжащий звук шмеля происходит из-за вибрации мышц, задействованных при полете, а не потому, что они машут крыльями, как многие считают. Это очень важно для шмелей, поскольку помогает им разогреться перед полетом. Это тепло позволяет шмелям летать раньше и позже пчел в течение дня, а также на большей высоте, где значительно холоднее. Шмели одни из самых холодостойких насекомых, часто сокращая мышцы груди, они способны быстро разогреть свое тело до необходимых 30 градусов. При этом крылья шмеля колеблются более сотни раз в секунду. Шмели ничего не слышат, они не имеют ушей
и они не имеют кровеносных артерий и вен. Кровь просто омывает шмелиные мышцы и органы. У шмелей 5 глаз. 2 больших глаза расположены на передней части головы и 3 небольших глаза на макушке. Они не различают красный цвет, но зато способны видеть ультрафиолетовый свет.